Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал «Северный Кипр глазами студента». Меня зовут Полина, и в сегодняшнем видео я хочу взять интервью у студентки университета Eastern Mediterranean University Насти. Привет, меня зовут Настя, мне 19 лет. Я учусь в EMU на Северном Кипре на специальности геймдизайн на втором курсе, 4-й семестр. Настя, первый вопрос тебе. Был ли у тебя выбор других университетов в других странах? Да, я сначала задумывалась о Европе, собиралась поступать в Польшу, очень много вузов рассматривала в Италии, да и в принципе по всему миру тоже так смотрела, но решила выбрать Северный Кипр, потому что тут достаточно спокойно. А в Польше немного напряженная ситуация была в момент моего поступления, и я решила выбрать Кипр, потому что здесь безопасно. Почему ты, собственно говоря, выбрала наш университет? Я долго думала, рассматривала разные университеты на Северном Кипре и смотрела статистику, поняла, что EMU — это самый лучший университет на Кипре. Именно поэтому я и решила выбрать, потому что обучение здесь сильнее, преподаватели интереснее, и как раз-таки здесь есть специальность, о которой я хотела, связанная с дизайном. Я сначала не была уверена, на какой именно дизайн поступать. У нас есть разные? У нас есть еще VACD, это Visual and Communication Design, больше такой графический. Я решила, что это слишком просто, и решила уйти во что-то более сложное. И выбрала геймдизайн. Следующий вопрос. Как ты вообще узнала о Северном Кипре? Какие источники у тебя были информации? На самом деле, мне родители рассказывали об этом месте, но я как раз-таки, когда я только собиралась поступать в Европу, я его не рассматривала в принципе и думала, что тут не очень. Но когда я пригляделась, когда у меня уже выбора не оставалось, и мне нужно было срочно куда-то поступать, я разузнала побольше, и в принципе оказалось, что тут не так уж и плохо. Настя, а почему ты выбрала специальность геймдизайн? Как я и говорила раньше, это достаточно сложная профессия, и я решила выбрать ее, потому что она разветвляется во многие сферы дизайна. Помимо визуального дизайна нужно еще обладать навыками редактирования звука, программирования, 3D-моделирования и даже немного режиссурой, чтобы придумывать сценарий к игре, прописывать истории. То есть просто интересная разносторонняя специальность, и в будущем, когда я закончу университет, я буду знать много сфер и могу выбрать любую понравившуюся и спокойно перейти из одной в другую. Да, это очень классно на самом деле. Вопрос, касающийся твоей специальности. А сколько лет обучения? 4 года обучения, то есть 8 семестров, но, насколько я знаю, обучение здесь делится не по годам, а по количеству предметов, которые нужно закрыть. То есть, получается, если ты будешь каждый семестр условно брать по 6 предметов, то ты можешь на семестр раньше закончить? Да, но за 6-й предмет нужно доплачивать, если у тебя GPA ниже 3,5. Также можно брать летние семестры, но в летние семестры можно брать до 3 предметов. А какие возможности открываются для студентов при обучении на геймдизайн? Единственное, что я знаю, это обмен студентами, но это предоставляется для всех специальностей. Но конкретно для нас идет постоянная практика, то есть мы изучаем программы и сразу же на всех парах мы практикуемся на компьютерах. У нас почти нет теории, то есть нам легче усваивать все знания, связанные с какими-то определенными программами. Следующий вопрос. Сильно ли у тебя поменялась жизнь по сравнению с жизнью в Казахстане? Достаточно сильно. Во-первых, тут другой климат. Во-вторых, много новых иностранных друзей. Почувствовала здесь взрослую жизнь, ответственность, научилась готовить. И, в принципе, все. Какой самый сложный этап был за все время обучения в Eastern Mediterranean University? На самом деле, наверное, предыдущий семестр, потому что мы начали изучать программирование, и это не обычное программирование, а гейм-программинг, то есть мы не кодируем там. Но в любом случае это очень тяжело, и во время финальных экзаменов нам сказали сделать игру полноценную. Я потратила на это около месяца, и было достаточно тяжело. Насчет адаптации к Северному Кипру, то есть к моему самому первому прилету сюда, было легко, потому что сразу нашла друзей, хороших людей вокруг, и, в принципе, тяжело не было. При поступлении ты сдавала вступительный экзамен
при университете, либо IELTS? Я сдавала IELTS, сдала на 6,5 баллов, готовилась не сильно так усердно, около 3 месяцев, спокойно, в принципе, не тяжело. Ну и уже по традиции, дай, пожалуйста, совет будущим студентам, кто хочет поступить в наш университет. Отличный совет – это закончить школу, если вы в 11 классе, желательно на красный аттестат, диплом. Ну, то есть на отличные оценки, потому что когда поступаешь сюда с красным аттестатом, тебе, вероятнее всего, дадут большую скидку на обучение. Помимо 50% изначальных для иностранных студентов, дают еще и за хорошую учебу. И также, как я уже до этого сказала, сдавать IELTS, чтобы без лишних нервов спокойно сюда поступить, потому что я закинула все документы еще будучи в Казахстане, и мне пришло письмо о том, что я принята. И, то есть мне не нужно было летать туда-сюда, что-то здесь сдавать, переживать. Короче, все сразу и все легко. Но на самом деле самостоятельно немного тяжеловато поступать, поэтому лучше обратиться уже к какому-то человеку, допустим, к Полине, который проживает здесь, уже знает все, как тут устроено, и спокойно, без нервов, с помощью Полины можно уже здесь адаптироваться. Ну что, наше интервью подошло к концу. Настя, спасибо тебе большое за это интересное интервью. Я надеюсь, что подписчики узнали более детальную информацию про наш университет с твоих слов. И тебе спасибо, что позвала, было очень приятно. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх и увидимся с вами в следующих видео. Пока!